слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Доброе утро, школа! С вами снова Школьное ТВ и мы, Настя Щерук И Илья Гонорацкий. Чем жила школа? Классные новости, самые свежие И самые яркие события в нашем калейдоскопе новостей. Живут школьные традиции. Одна из них – праздничный концерт ко дню 8 марта. Учителя школы выражают искреннюю благодарность за теплые поздравления, за яркие концертные номера. Огромное спасибо тем классам, которые участвовали в праздничном концерте. А вот старшеклассницы поддерживают другую традицию – ежегодный конкурс «Славяночка». Идея праздника принадлежит учителю украинского языка Юлии Анатольевне Животовской. На титул «Славяночка-2017» претендовало 5 участниц. По нашему мнению, самым трогательным номером было чтение монологов от веселых до драматических. Каждая участница справилась с выбранным образом. Не меньше понравился и зрителям, и жюри конкурс талантов. От классики до современных форм, игра на фортепиано, танец в исполнении Кати Зверян, искрометный юмор Кати Гроссман и колоритное веселое выступление 11 А-класса во главе с классным руководителем. Каждая участница была отмечена победой в разных номинациях, а титул «Славяночка-2017» разделили две участницы. 11 А-класс Елизавета Петлеванова и 11 Б-класс Мария Колобуха. Праздник дополняли выступления 6 А и 7 А классов с танцевальными композициями. До встречи на Славяночке 2018! В разгаре декада русского языка и литературы. О мероприятиях и результатах. Шестиклассники отправились в увлекательное путешествие по стране грамматики. Они состязались в сообразительности, разгадывании загадок, знании правописания слов и их лексического значения. Лучше всех справилась команда 6 А класса. Одинаковое количество баллов набрали команда 5 В и 6 Г, разделившие второе место. Третье место у 6 Б класса.
Мероприятие провела учитель русского языка и литературы Ольга Николаевна Фролова. Ярким событием для семиклассников был конкурс «Добрый мир героев» книг Астрид Линдгрен, благодаря которому все участники познакомились ближе с биографией и книгами одной из самых известных сказочниц мира. А в одном из заданий участники, подобно Кале Блюмквисту, герою Астрид Линдгрен, помогли расследовать преступление, вернули в музей современной музыки легендарные туфли Элвиса Пресли. А результаты этой захватывающей игры таковы. Первое место – 7 А-класс, второе место – 7 Б-класс, третье место – 7 В-класс. Мероприятие подготовлено учителем русского языка и литературы Натальей Григорьевной Грищенко. Подведены итоги литературного марафона «Читаем Астрид Линдгрен». Начальная школа – первое место, 3 А-класс, второе место, 3 Б, третье место, 3 В-класс и четвертое место, 3 Г-класс. Среди четвертых классов участвовал один класс, и это 4 Г. Он и есть победитель. В средней школе 5 классы, первое место 5 В, второе 5 А, третье место 5 Б класс. 6 классы, первое место 6 А, второе место 6 Г, третье место 6 Б, четвертое место 6 В класс. Впереди у ребят 5-6 классов конкурс инсценировок по книге Астрид Линдгрен «Эмиль из Лёнинберга». Ждем интересных и ярких перевоплощений в героев этой детской сказочницы. Победители конкурса «Грамотей-2017» известны. Кто же дружит с грамотностью? Кто более эрудирован и начитан? Кто же они? Любознательные, всесторонне развитые ученики, дети с широким кругозором и прочными знаниями по русскому языку и литературе. Объявляем их имена. Владимир Чалый, 5 А-класс, Александра Зидрашко, 6 А-класс, Юлия Загорская, 7 А-класс. 1 марта ученики 19-й школы, сборная команда, выступала в соревнованиях под девизом «Олимпийская надежда». В результате проявления всех своих спортивных навыков плюс высокой дисциплины команда заняла второе итоговое место. Ребята волновались, переживали, но в итоге заняли высокое призовое место. Среди участников Андрейнюк Дмитрий награждается грамотой и медалью. Морозова Вероника награждается грамотой и медалью за второе место. Журова Кира награждается грамотой и медалью. Дербин Никита награждается. Шепелевич Данил награждается. И Пучинина Полина. Пучинина Полины нет, она приболела. Мы ее дочь. Мы желаем вам творческих успехов, спортивных успехов, успехов в учебе. Спасибо большое за участие. Будьте здоровы. Молодцы. По итогам соревнований «Олимпийская надежда» Николаевское управление образования наградило школу за второе место дипломом «Друга Мисса». Вот таким дипломом почетным. Повезло же старшеклассникам, а знаете почему? Им предоставилась возможность познакомиться с интересным человеком. А теперь познакомимся и мы. Репортаж от 19 ТВ. Позвольте представить вам кандидата исторических наук Игоря Яковлевича Щупака, директора Украинского института изучения Холокоста, ТКУМА, директора и основателя музея «Память еврейского народа и Холокоста в Україні». Какая программа вашего визита в нашу школу? Вчора ми проводили міський семінар, точніше позавчора, для вчителів історії міста Миколаїв, а сьогодні ми на 10-ту годину запрошуємо учнів 9, 10 і 11 класів на заняття, яке буде проходити в актовій залі, а потім я з величезним задоволенням проведу заняття для 9 класу по підручнику, який буде
буде новий, виданий в цьому році. Спасибо. Слово даем нашему учителю, кандидату исторических наук Ирине Александровне Селивановой-Зеркаль. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве Института ТКУМА с нашей школой. Дело в том, что Игорь Яковлевич, он автор очень многих учебников, по которым уже не один год занимаются наши ученики. И новых, я надеюсь, новых учебников, которые мы увидим. Презентация одного из них будет сегодня в школе. А здесь, в нашем кабинете, была представлена одна полка, сейчас две полки той литературы, которая выпущена при содействии Игоря Яковлевича и Института ТКУМА, что означает «возрождение». Уже мы много лет сотрудничаем, мы посылаем работы на конкурсы, на международные конкурсы, которые проводит данная организация. Пока не было у нас призовых мест, но мы не теряем надежды, будем бороться дальше. Пользуясь случаем, хочу сказать, что сейчас будет новый 14-й международный конкурс творческих работ как для учеников, так и для учителей, для студентов. Передавайте своим братикам, сестричкам уроки войны и Холокоста, уроки толерантности. Подходите ко мне, буду консультировать, будем вместе работать над вашими работами на данный конкурс. Это тоже такая сторона нашего сотрудничества. Но еще самое главное, я училась на многих семинарах, была на конференциях ТКУМы. Благодаря этому я могу преподавать курс, который будет называться «Уроки Холокоста». И учебник данному курсу, и программу данного курса написал Игорь Яковлевич Щупак. Этот курс в нашей школе будет со следующего года для 10 классов. Вот, пожалуйста, такой учебник. Сегодня Игорь Яковлевич подарит нашей школе 70 экземпляров данного учебника. Вот такое наше сотрудничество. Плодотворне, я думаю. Якщо можна, я хотів би додати кілька слів. Справа в тому, що те, що сказала ваша чудова вчителька, це правда, але головне, які мотиви того, щоб ви брали участь у конкурсах творчих робіт, які ми проводимо спільно з Міністерством освіти і науки України. Якщо вдасться перемогти в тому конкурсі, бути призером, то ми запрошуємо старшокласників до участі в дуже цікавих міжнародних і всеукраїнських семінарах. Ми працюємо за різними міжнародними проєктами з нашими друзями із Німеччини, із Польщі, із Канади, із Ізраїлю. І очевидно, що у кожного з нас і у кожного з вас є можливість побачити світ і показати себе. Тому запрошуємо до співпраці. Дякую. Удачи вам, Игорь Яковлевич, в вашей такой нужной и важной деятельности. Дякую, дуже приємно. 28 марта для нашего города непростое число в календаре. 72 года назад наш край был освобожден от немецких оккупантов. Слово 8 А и 6 Г классам. Я память, мне время подвластно. От самого светлого дня до самого горького часа я память. Вглядитесь в меня. Когда подходят памятные даты, мы почему-то чувствуем вину. Все меньше вспоминаем о победе, все больше забываем про войну. Но боль еще исчезнуть не готова. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам. Памяти дедов, отцов, памяти солдат и офицеров, павших на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается. Войны жесточе нету слова, войны печальнее нету слова, войны святее нету слова. В тоске и славе этих лет и на устах у нас иного еще не может быть и нет. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, муж или сын. Мы пересказываем об их светлых подвигах, чтим их память. Показываем дедовские медали и рассказываем о каждой из них. Это за мужность, это за отвагу, это история нашей семьи, история нашей страны и история нашего города. Светит ярче солнце, лучше настроение. Сегодня общий праздник, день освобождения. Гремят раскаты грома, салютуют деды. Вас с праздником чудесным, сыновья победы. Всех ветеранов искренне сегодня поздравляем. Здоровья вам сибирского и радости желаем. Пусть день вас счастьем наполнится, минуют вас все беды. Успехов, долголетия, сыновья победы. Для процветания города сегодня вы живете. Растите патриотов, всегда в строю, в работе. Умеете вы найти подход к душам и сердцам. За жизнь, за небо мирное, спасибо, деды, вам. Пусть войны и лихолетия вовек не повторятся. Над нашим Николаем пусть голуби кружатся. Пускай цветет акация, каштаны свечи жгут. Ко дню освобождения пускай гремит салют. Поклон вам, ветераны, поклон вам, победители, героевой истории и памяти хранители.
С весной освобождения поздравим вас с утра. Героям Николаева ура, ура, ура. 28 марта 1944 года советские войска полностью освободили город Николаев от немецко-фашистских захватчиков. Город находился под оккупацией около 3 лет и только в 1944 году был полностью освобожден. С того дня прошло 74 года. В марте 1944 года советские войска развернули широкую наступательную операцию по полному освобождению правобережной Украины. В ходе этого наступления Третий Украинский фронт проводил Одесскую операцию с целью освобождения всего северо-западного побережья Черного моря, города Одессы и выхода на государственную границу с Румынией. Для содействия войскам фронта подводные лодки, торпедные катера и авиация Черноморского флота активизировали свои действия на коммуникациях противника в западной части Черного моря, нанося удары по важным береговым объектам гитлеровцев в полосе наступления наших войск. Первым этапом Одесской операции стало освобождение города Николаева. 26 марта войска фронта сосредоточились на освобождении города. Необходимо было не только освободить его, но и воспрепятствовать эвакуации гитлеровских войск морем, вывозу украденного ими имущества, не допустить разрушения города. Для выполнения этой ответственной задачи было решено высадить в порт Николаева десант морских пехотинцев. Десантники должны были вызвать замешательство в тылу врагам, оттянуть на себя часть сил и облегчить наступление частей, штурмовавших город. Отдельный 384-й батальон морской пехоты под командованием майора Катанова, который действовал в составе Третьего Украинского фронта, получил задачу сформировать отряд добровольцев для высадки в порт Николаева. Командира десанта назначили старшего лейтенанта Константина Федоровича Ольшанского. Из числа добровольцев отобрали 55 морских пехотинцев и 12 красноармейцев. В этот дождливый день 1944 года танкисты 2-го гвардейского механизационного корпуса под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Свиридова прорвали оборону врагов и со стороны Слободских улиц зашли на окраину Николаева. Так был освобожден город Николаев. Все 55 морских пехотинцев, которые участвовали в десантии, были удостоены звания Герой Советского Союза. Это поистине уникальное событие даже для Великой Отечественной войны. Светит ярче солнце, лучше настроение. Сегодня общий праздник, день освобождения. Гремят раскаты грома и салютуют деды. Вас с праздником чудесным, сыновья Победы. Ветеранов искренне сегодня поздравляем. Здоровья вам и радости желаем. Пускай ваш день счастьем полнится, минует пусть вас беды. Успехов, долголетия, сыновья Победы. Для процветания города сегодня вы живете. Растите патриотов, всегда в строю, в работе. Умеете поход найти в их душам и сердцам. За жизнь, за небо мирное. Спасибо, деды, вам. Пусть войны лихолетия вовек не повторяются, над нашим Николаевом пусть голуби кружатся, цветет пускай акация, каштаны свечи жгут, ко дню освобождения пускай гремит салют. Поклон вам, ветераны, поклон вам, победители, герои вы, история и памяти хранители. С весной освобождения поздравим вас с утра, героям Николаеву, ура, ура, ура! Это были новости, достойные внимания. Настройтесь на успех, и нам с вами по пути!